Всем привет! Скажите честно, вот если бы вам предложили вернуться в прошлое, какое время вы бы выбрали? Самые очевидные для меня варианты — это забрать Хатико к себе, познакомиться с Иисусом или остаться в 2007-м. Это все, конечно, очень неплохо, но я бы вернулся в 9 класс и сказал бы маме «нет». Это плохая идея отращивать волосы. Сегодня речь пойдет о путешественнике во времени, который отличается от всех других. Его никто и никогда не видел. Это проект Top Secret, меня зовут Топа, и мы начинаем наш рассказ о Джонни Тайтере. В 2000 году на форуме под названием Time Travel Institute появился пользователь под ником Time Travel Zero. Он сообщил, что является путешественником во времени, а вернулся он из 2036 года, когда мир практически уничтожен. Его отправили назад найти компьютер IBM 5100, который поможет избежать катастрофы. В скором времени он признался, что его зовут Джон Тайтер. От обычной фейковой истории это отличается тем, что обычный пользователь совершенно не мог знать, какое может быть предназначение у этого компьютера, а именно откат систем. Ну, такова легенда. А мы здесь для того, чтобы узнать правду. Да, вся эта история появилась из-за анонимных сообщений на сайтах, связанных с паранормальщиной. Я вас прекрасно понимаю, у меня была совершенно такая же реакция. Ну что это за чушь? Но знаете, куча просто людей верят в эту историю. И надо сказать, неспроста. Не буду скрывать, мне было сложно искать информацию. Дело в том, что к его истории, к его сообщениям просто невозможно подкопаться. Он осведомлен о проблемах новых технологий. Он предоставил фотографии, у которых просто нет аналогов. Поверить в его историю можно. Но давайте по порядку. Джон предоставил фотографии своей машины времени. Это такая здоровенная коробка, которая стояла в его спортивной машине. Именно так он и путешествовал. Даже не знаю, где я это видел. Может быть, назад в будущее? В его 2036 году вирус поработил все человечество, и его отправили вернуться назад в прошлое, чтобы он вернулся и нашел компьютер IBM 5100, чтобы сделать в своем времени откат системы. Терминатора напоминает. Скайнет сопротивлялся? Да. Он наведет ракеты и ударит по России. Ой, сколько совпадений-то сразу. Он, даже логотип своего военного подразделения скинул. Я вам серьезно говорю, был бы я на том форуме в 2000 году, я бы во все это дерьмо поверил. А в 2001 году он написал свое последнее сообщение, прежде чем вернуться в свое время. Возьмите с собой канистру из-под бензина, когда бросите машину на обочине. Какая глубокая мысль. Он меня прям вдохновил, тоже хочется что-нибудь умное сказать. Купите туалетную бумагу, если она у вас закончилась. Всего 1 год этот анонимный путешественник существовал на форуме, и этого хватило, чтобы сделать из этого целый культ. Введите его имя в поисковике, и вы в этом убедитесь. Рассмотрев поближе инструкцию к машине времени, я, конечно, в голосину проиграл. 2034 год. Люди до сих пор не научились вырезать объекты с фотографий. Какой стыд. Но больше всего нас интересует, конечно же, предсказание. Ведь это единственное, что вообще можно оценить объективно. Это или сбылось, или не сбылось, и этот путешественник просто говна кусок. Итак, отмена Олимпиады в 2008 году. Нет. Массовое истребление людей от болезни Крейцфельда-Якоба. Нет. Гражданская война в США в 2004 году. Нет. И, наконец, мировая война в 2015 году, которая убила 3 миллиарда человек. Не, ну может я, конечно, тупой, но я вообще-то ничего не видел. А значит, этого не было. Это факты. Тайсон слушал рассказ Терминатора о Скайнет, о судном дне, историю будущего. Не каждый день вы узнаете, что ответственны за гибель 3,5 миллиардов человек. Дело закрыто. Погодите. Знаете, что он еще сказал? Что его предсказания могут не сбыться, потому что он, когда путешествует назад во времени, он путешествует в другую реальность, где нет никакого парадокса, и ты можешь подойти и убить сам себя, и ничего не произойдет. Ты не должен никого видеть и разговаривать, а иначе это может серьезно повлиять на будущее, понимаешь? Вот же изворотливая скотина выкрутился. Придется что-нибудь другое искать. А представьте вот на секунду, насколько нужно быть тварью, чтобы вернуться назад в прошлое и быстрее самого себя создать канал.
Это прям максимальное неуважение к себе из прошлого. Так, ладно. Нужно найти человека, который и писал эти сообщения. А ажиотаж в 2004 году начался нехилый. Каждый любитель паранормального пытался понять, кто же такой Джон Тайтер. Простым языком, на нем все хайпили. Всем здорово! В прошлой серии мы с вами делали передатчик-телепортатор Джона Тайтера. Ну, как сделали, так сделали. А в этой серии вы сами скажете, в какой бокс мы его засунем, чтобы было больше похоже на машину времени. Комментируйте, не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик. Итальянская телепередача Voyager в 2008 году выпустила сюжет, где искали Джона Тайтера. Si chiama John Titor e dice di essere venuto a trovarci dal futuro. Они наняли частного детектива. В общем-то, все серьезно было. Майк Линч, так звали сыщика, выяснил, что не было вообще никакой семьи Тайтер. Так что это был псевдоним. Окей, детектив выяснил, что есть некий фонд Джона Тайтера, который выпустил про него книгу и успешно продает. Этим фондом владеет Ларри Хейбер. Он является адвокатом. У него есть брат Ричард Хейбер. В интернете его почему-то называют Джон Рик Хейбер. И вот Ричард является IT-мастером. Он делает программы, и он прям вот точно должен знать про существование IBM 5100. Это прям вот 100%. Так что это получается, дело закрыто? Нет. Слишком мало фактов. Тем более, это только один из подозреваемых. Вы, наверное, скажете, ну в интернете можно писать все, что угодно. Пруф это где? А это все легко проверить. Причем через тот же сайт. Я выяснил, что Майк Линч действительно был частным детективом. Более того, я наткнулся на сайт Blue Eagle Investigations, который предоставлял услуги наблюдения за Джоном Тайтером. И там работал Майк Линч. А теперь у Майка своя контора для слежки. Она называется Mystery Incorporated. Смотрите. Слежка за частным детективом. Это что-то новенькое. Семья Хейбер. Ларри, Брэндон, Ричард, Артур и Мори. Но на виду только первые три. О них все говорят. Но есть же помимо подозреваемого айтишника Ричарда Хейбера еще один айтишник в семье. Мори Хейбер. Вот этот вот красавец. Пристегните ремни, сейчас будет интересно. Мори Хейбер работает 20 лет в IT-индустрии. Он знает все о безопасности компьютеров. Он знает все о компьютерах. А у нас с вами главная цель понять, кто же из их семейки мог знать про все тонкости компьютера IBM 5100. У Мори Хейбера, там где он работает, есть блог, который он ведет. Он там пишет про компьютеры, про безопасность и так далее. Человек, которого зовут Джон Разимус, посвятил 12 лет изучению феномена Джона Тайтера. И он сравнил стиль письма Джона Тайтера и Мори Хейбера. Смотрим. Еще очень забавно, что Джон Тайтер упоминал Стивена Хокинга. А оказывается, Мори Хейбер-то читал Стивена Хокинга. Ой, как здорово. Прям вот вижу, как каждый айтишник на этой планете читал Стивена Хокинга и знает про квантовую физику. Совершенно идентичный стиль письма. А теперь подумайте, как все могло так совпасть? Мори Хейбер – брат человека, который владеет фондом Джона Тайтера. Плюс ко всему, он разбирается в компьютерах профессионально. Плюс ко всему, он имеет идентичный стиль письма. Я надеюсь, у вас башка еще не взорвалась? В итоге Артур Хейбер, еще один брат, признался, что это был долгосрочный контролируемый фейк. И вся семья была в курсе. Все переписки с Артуром, все совпадения слов вы можете найти по ссылкам в описании. Там будут целые документы. То есть, по факту, это просто шутка, которая затянулась, но принесла прибыль. Как всегда. Есть еще один очень забавный, но очень субъективный факт. Смотрите, фонд Джона Тайтера выпустил книгу про Джона Тайтера. Купить вы ее можете в нескольких местах на интернет-сайтах. Цена за новую книгу составляет от 600 до 900 долларов за новый экземпляр. А там как бы нет ничего особенного. Все, что есть в книге, все уже было на сайтах, включая фотографии его машины времени. Ну и еще парочка слов от несуществующей мамы Джона Тайтера. Отличная книга, отличная. Оттого и ужасные отзывы на Amazon.com. А с другой стороны, у нас книга, которая пытается ответить на вопросы, кто же придумал Джона Тайтера. Стоит 12 долларов и имеет самые хорошие отзывы. Потрясающе. Людям любым способом хочется отупеть, и они отдадут за это любые деньги. Мужик прилетел из будущего, хотел предупредить всех о катастрофе, и его книгу продают за 600 долларов. Мы аморальные ублюдки, но нам все равно. Хотите спастись, платите деньги. Фонд Джона Тайтера это как бы не особо заботило, ведь был расчет на тех людей, которые вот прям им это интересно. Они отдадут любые деньги, чтобы это купить. Они покупают, открывают, а там... Минуточку. Кажется, я все это уже видел. Полезная информация.
И по классике деньги с продаж получает владелец фонда Джона Тайтера, а именно Ларри Хейбер. Мори Хейбер до сих пор отрицает любую причастность к Джону Тайтеру. Ну, неудивительно, фонд Джона Тайтера-то еще существует, денежки-то капают. Тем более Артур Хейбер проговорился, что они собираются снимать фильм. Забавно, я когда писал этот сценарий, я не думал, что все так далеко зайдет. Вы понимаете, ту информацию, которую я сейчас вам рассказал, ее просто нет на сайтах. Особенно на русских, здесь вообще ни хрена никогда ничего нет. Все собрано по крупицам, выдернуто из роликов, чтобы собрать общую картину. Это круто, мне очень нравится этим заниматься. А теперь еще раз внимательно послушайте, во что все это время верят огромное количество людей. Человек прилетел из будущего, зарегистрировался на анонимном форуме паранормального и сказал всем, что он путешественник во времени. Сделал предсказания, которые не сбылись. Все. Это и есть вся история. Серьезно? Серьезно? Я вообще-то могу будущее предсказывать. Ясно. Нормальный человек, просто услышав эту историю, уже проиграет с подливой, а я трачу на это свое время. Не просто так, чтобы пополнить свою коллекцию. Мне это все напомнило Двач. Знаете такой анонимный форум? Вот там как-то было сообщение, что перехвачен какой-то военный радиосигнал, и через пару дней начнется война. Настоящая война. Я был так увлечен наблюдением за этим. Я даже скачивал фотографии из тайги и кидал их туда, типа я улетел, типа чтоб меня не задело. И все верили. Это и есть анонимные сайты, тут нельзя никому верить. Это все полный бред. Мне это напомнило одну фразу, опубликованную в 93-м году в газете «Нью-Йоркер». В интернете никто не знает, что ты собака. Вот такая вот фраза. Но хуже, когда ты на самом деле сын собаки и сидишь на форумах и пишешь про петушествие во времени. Петушествие во времени. Неплохое название для гей-порнухи. Всем привет, с вами Женя Охерелев, и это обращение к наукоёбам, часть 2. Вы что, серьезно думаете, что не существует путешественников во времени? Вы серьезно в это думаете? Я вам даже в глаза буду смотреть. Вы там говорите что-то, Стивен Хокинг кого-то позвал с путешественников во времени, никто не пришел. Да пи*** ваш Стивен Хокинг. Никого он не позвал, вот никто и не пришел. Вы выйдете на улицу, вы увидите, машины едет. По телефону кто-то разговаривает на камеру. Вот я сейчас снимаю. Вы что думаете? Это мы сделали? У нас нет таких технологий, вы понимаете? Люди из будущего дали нам эти технологии, жест доброй воли. Вот и все. Вот и все. Вы скидываете мне в комментарии под видео какие-то опровержения. Что опровержения? Ваше опровержение ничего не стоит, наукоебы. Вы можете жить как хотите, вы можете делать все, что угодно. Верите в то, что нет путешественников во времени? Верьте, все круто, респектуха, уважуха. И все-таки путешественники во времени есть. С вами был Женя Охерелев. Подписывайтесь на канал. Совершенно тупая, несуразная рубрика «Спроси у магического шара», который на самом деле не магический, а конченый какой-то. Джон Тайтер действительно был путешественником во времени? Ответ не ясен. Ответ не ясен, выброшу ли я тебя сегодня в помойку. Кто тебя вообще изобрел? Духи говорят да. Серьезно? Вот этот вот отсталый еще и духов сюда приплел. Мы, то есть, все это время разговаривали про во времени вот этих вот ребят, а он про духов еще говорит. Шар аутист. Хотелось бы верить, что люди перестанут верить во всякую херню, которую пишут в интернете. Но верится с трудом, потому что, смотрите, у него внутри 183 личности. Круто-круто, поверю без доказательств. Хотите реальных предсказаний? Ты поставил лайк. Не поставил? Поставил дизлайк? Это все потому, что это другая реальность. Типа, по-разному все может быть. Спасибо за просмотр и помните, что нужно самому проверять информацию. Поэтому все ссылки в описании. А сейчас танец путешественника во времени.